Впервые к вопросу аудиобрендинга мы подошли в 2015 году. Мы посмотрели классные кейсы других компаний, BMW, Audi, Макдональдс, Intel, и нам показалось, что это будет классная история и для нашей компании, и для нашего бренда тоже. Мы выбрали подрядчика студию Riff, которая помогла нам создать вот этот первый набор аудиоассетов, который мы использовали потом на протяжении 5 лет. И в 2019 году у нас пришел ребрендинг глобальный, мы обновили бренд-платформу, визуальный стиль, и пришло время обновить и аудиоассеты тоже. Для нас самым главным в этой задаче было обновить наши аудиобрендинговые ассеты с точки зрения новой бренд-платформы, добавить туда свежести, щепотку будущего, инновационности, при этом не потерять те наработки, которые у нас были до этого, сохранить преемственность с уже имеющимися ассетами, которые были сделаны до этого. Здорово, что в этом процессе мы практически сразу нашли общий язык, поэтому процесс прошел мягко и предсказуемо. Те музыкальные аранжировки, которые были разработаны, музыкальные треки, они крайне активно используются в мероприятиях, порядка 60 мероприятий в год, в которых мы так или иначе задействуем те ассеты, которые были разработаны. Насколько здесь быстро все менять? Ну, то есть, если ты хочешь в динамике, типа, какую-то, да, программинг трека менять. Слушай, ну вот здесь насколько быстро менять, зависит от того, насколько хорошо ты знаешь свой инструментарий. Если ты знаешь, например, что тебе нужно быстро сделать... Для нас самым естественным способом коммуникации является речь. Звуки мы декодируем образно, интонационно, мы воспринимаем их и инстинктивно, и эмоционально. И мы считаем, что эти средства выражения, это знание надо использовать и в брендинге. Для того, чтобы точно поймать и уловить характер бренда в звуке, мы исследовали несколько территорий, ключевая из которых была территория инновационности и звука будущего. И нам очень важно было найти что-то новое, что-то, что интерпретировалось бы зрителем, как этот некий звук будущего. Мы использовали разные техники, нестандартные методики синтеза, совмещения цифрового синтеза, аналогового, модульного, чтобы вот как раз найти какие-то вот эти серые зоны, которые еще не вошли в мейнстрим, которые мы слышим не так часто, которые как раз могут сработать как что-то, что воспринимается как вот очень инновационный, такой очень футуристичный звук. Помимо стандартного подхода к поиску прогрессивного инновационного звучания, нам важно было найти оптимальное соотношение звучания синтетического и акустического, чтобы подчеркнуть не только технологичность лаборатории Касперского как бренда, но и человеческий аспект, чтобы таким образом добиться какого-то эмпатичного ощущения от прослушивания. Аудиобрендинг требует наиболее точного подхода к поиску тембров, поэтому мы обратились к цифровым средствам воспроизведения и синтеза для того, чтобы получить наиболее обширный контроль над гармоническим спектром, гармоническими характеристиками звука, но также обращались и к аналоговому синтезу, в частности, к субтрактивному, к модульному синтезу, для того, чтобы получить наиболее кастомные тембры, которые впоследствии мы прорабатывали путем постпродакшена уже в цифровой среде. Поскольку аудиобрендинг для лаборатории Касперского создавался на основе уже имеющегося, для нас было важно, естественно, сохранить преемственность звучания, и для этого мы использовали мелодический ход, который стал наиболее узнаваемым и дистинктивным для аудио-ДНК бренда, и переработали его, используя модульный синтез и ресэмплинг для того, чтобы соединить между собой обычную версию нашего мелодического хода и его развернутую в реверс задом наперед версию. Для того, чтобы помимо технологичности также отразить и общую органичность и человечность философии бренда, нам важно было использовать также и живое звучание, и для этого мы выбрали звук электрогитары, который мы дополнительно пропустили через цифровую среду, чтобы получить аккуратный, дистинктивный, приглушенный звук, который сопровождает общую электронную картинку в целом. Он хорошо ложится на общую картинку и приятно работает вместе с основной синтетической конструкцией, которую мы создали.
Учитывая, что наша звуковая концепция предусматривала такое пространственное звучание, мы приняли решение проработать ударную секцию таким образом, чтобы она служила аккуратным сопровождением всех остальных тембров, которые мы подобрали, а не перебивала им сверхдинамическим диапазоном. Поэтому таким образом ритм-секция получилась такой минималистичной, аккуратной и в то же время в духе времени, вполне отражая таким образом также технологичность бренда.